Всем привет! В данном видео я расскажу, как меняется масло в коробке на примере Outlander 650, в 800 все то же самое, в 400 должно быть тоже все одинаково. Соответственно, что вам для замены необходимо сделать? Можно, конечно, снять подножки, но смысла особого никакого нет, все в доступности. И снятие подножек занимает время. Боковой кожух тоже особо не требуется снимать. Соответственно, вам необходимо, какой инструмент вам необходим? Вам необходим ключик на 13, головка на 15. Ну, в данном случае я использую шуруповерт для снятия крышек. Либо можно использовать трещотку. Очиститель тормозных дисков. Он используется для того, чтобы капли масла, которые попадают на раму, на двигатель, можно было обезжирить. И, соответственно, масло я использую Liqui-Moly 75В90, вот эта банка, которая стоит, это для переднего редуктора, для заднего редуктора и для коробки используется 75В140. Я использую Liqui-Moly, можно использовать оригинальное масло, либо любое другое, главное, чтобы циферки совпадали регламенту. Liqui-Moly имеет удобный сосок, который достается, и, соответственно, очень удобно заливать. Сколько туда масла лить? Это в районе 400-450 грамм, но на самом деле больше нормы вы не зальете. Итак, приступим к замене. Для замены масла в коробке вам необходимо открутить данный кожух пластиковый. Он откручивается двумя болтами. Используйте ключик либо головку на 10. У меня просто уже это откручено. Снимаете кожух. Затем мы видим саму коробку. Вот эта вот коробка двигателя, коробка Outlander. В коробке присутствует заливная пробка, она выполнена из пластика, соответственно, никаких усилий для закручивания ее не требуется. Мы банально надеваем головку. Головка используется на 16, либо используем ключик гаечный. То есть ее достаточно просто сорвать, и выкручивается она руками. После того, как вы выкрутили данную пробку, нужно залезть под нижнюю часть квадроцикла. В нижней части квадроцикла присутствует... Сейчас я указку достану. В нижней части квадроцикла присутствует сливная пробка. Обратите внимание, на сливной пробке, между сливной пробкой и коробкой есть медная шайба. При откручивании она может упасть у вас в емкость для слития старого масла.
не потеряйте ее. Соответственно, мы используем ключик на 13. Срываем пробку, дальше она откручивается руками. Ставим под пробку какую-то емкость, куда будет стекать старое масло. Выкрутили пробку, масло полилось. Про шайбочку не забываем. Поднимаемся наверх. Дополнительно я использую шприц с бензином. Для чего? Для того, чтобы вымыть все стружки. Если квадрик уже не свежий, то там, соответственно, образуются всякие стружки, всякая нечисть, грубо говоря. Также в пробке, которую вы выкрутите снизу, присутствует небольшой сосок с магнитом. Его тоже можно почистить, точнее, рекомендую почистить при помощи, ну, я использовал просто банально отверточку с узким полотном и тряпочку. То есть металлическая стружка у вас по-любому будет находиться на данной пробке, и, соответственно, если пробка вся будет забита металлической стружкой, в дальнейшем, которая появится, стружка не будет примагничиваться к данной пробке. Соответственно, чистим пробку. Это не так сложно. После чего заливаем в шприц, ну я так делаю, во всяком случае, заливаю шприц с бензином, промываю, заливаю обычную трансмиссионное масло, самое дешевое, проливаю там порядка 300 мл, чтобы вымылся бензин. После того, как все выльется, закручиваем нижнюю пробку, не забываем про шайбочку медную. Закручивается ключиком 13, напоминаю. Берем масло. Масло используем 75 В140. В данном случае ликвимоля. Достаем сосочек. Засовываем сосочек в отверстие, где закручена белая пробочка. Выливаем туда масло. Излишнее масло обратно вернется вам в бутылку. Ну и, соответственно, вынимаем сосочек. У вас выльется там 20-30 грамм, это не страшно. Масло. Закручиваем пластиковую пробку, но не сильно закручиваем. Соответственно, вы руками ее закрутили и чуть-чуть подтянули, потому что она пластиковая, она усилий никаких не требует для закручивания. И, соответственно, у вас масло поменено. На все про все, ну, от силы минут 20 у вас потребуется. Всем спасибо.